Здравствуйте! С вами сегодня технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Как правило, большинство современных метеостанций снабжены жидкокристаллическими дисплеями. Модель, с которой мы сегодня с вами познакомимся, имеет экран, основанный на иной технологии. Поэтому она приобретает ряд интересных потребительских качеств. Но не стану интриговать вас далее. Сегодня на тестировании в нашей лаборатории метеостанция ТФА Люмакс. Первое впечатление от станции очень благоприятное. Красочная картонная коробка содержит всю основную информацию о характеристиках станции. В комплект поставки, кроме самой станции и внешнего радиодатчика температуры, входит стойка, блок питания 220 вольт и батарейки. Смотрится станция весьма эффектно. Черный антрацитовый корпус с глянцевой передней панелью и серебристой хромированной вставкой внизу. На задней панели станции размещены 7 функциональных кнопок управления и кнопка «Сброс». Кроме этого, тут имеются крепежные отверстия для размещения станции на стене и крепления к ней стойки. Тут же внизу отсек элементов питания. Обратите внимание, прежде чем установить станцию на столе, прикрепив к ней стойку, вставьте элементы питания. В собранном виде стойка перекрывает доступ к отсеку с батарейками. И еще один момент – установка стойки. Вставьте направляющие стойки в отверстия на станции и сдвиньте стойку вверх до щелчка. И главное, в отличие от большинства станций, данная модель имеет LED-экран. Его диагональ 6 дюймов. Он очень яркий и четкий. Такая особенность позволяет видеть показания прибора практически под любым углом и в условиях различной освещенности. Благодаря такому экрану станция также выполняет функцию стильной ночной лампы. Яркость дисплея имеет 2 уровня и регулируется нажатием соответствующей кнопки. Датчик, входящий в комплект, работает на частоте 433 МГц. Радиус его действия около 30 метров. Корпус датчика молочно-белый, обтекаемой формы. Довольно оригинально реализована конструкция отсека элементов питания. Его крышка расположена снизу датчика и имеет 2 специальных рычажка для съема и установки. Там же находится кнопка переключения каналов связи датчика. Такое конструктивное решение позволяет максимально обезопасить элементы питания от проникновения влаги. Для расположения на стене датчик имеет соответствующее крепежное отверстие. Для питания станции используется входящий в комплект сетевой адаптер, а 2 батарейки типа 3A, устанавливаемые в станцию, лишь обеспечивают бесперебойную работу часов в случае отключения электричества. Питание внешнего датчика осуществляется 2 элементами типа AA. Данные, выводимые на дисплей, расположены следующим образом. Сверху отображается пиктограмма прогноза погоды, далее текущее время, температура в помещении и температура, измеряемая выносным датчиком. Станция прогнозирует такие погодные условия, как ясно, переменная облачность, облачно, дождь, гроза. Кроме этого, она отображает тенденцию изменения атмосферного давления. Диапазон измерения температуры внутри помещения от минус 10 до плюс 60 градусов Цельсия. Снаружи помещения от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. Станция не требует сложной настройки. Все делается автоматически, в том числе и настройка времени. Прибор имеет возможность подключения от 1 до 3 внешних датчиков и циклического отображения данных от них. При этом ведется автоматическая фиксация значений максимальной и минимальной температуры внутри и снаружи помещения. Эти данные вы сможете посмотреть, нажав специальную кнопку на станции. Очень интересно реализована функция будильника. После его срабатывания вам достаточно махнуть рукой перед передней панелью станции для перевода его в режим «Дремать». Через 5 минут будильник вновь подаст сигнал. Для его полного отключения нажмите любую кнопку на станции.
Сегодня в нашей лаборатории побывала метеостанция ТФА «Люмакс». Прибор необычный, имеющий стильный вид и прекрасно вписывающийся в интерьер. Приобретая ТФА «Люмакс», вы получаете очень полезное и функциональное украшение для вашего дома. Некоторые его конструктивные особенности могут показаться спорными. Например, размещение всех кнопок управления на задней панели. При этом практически теряется смысл в расположении станции на стене. Но, право же, это мелочи, учитывая главное достоинство станции – экран. Большой, яркий, информативный. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.